В последнее время вышло очень много заголовков, которые говорят о том, что буквально доступ к крипторесурсам для россиян прекращен, вывести ничего нельзя, счета блокируются, все закрывается. Так ли это на самом деле? И какой в действительности будет тренд? И самое главное, что делать обычному человеку в рамках этого тренда. Вот про это мы сегодня поговорим. Меня зовут Кирилл, я буду рад вашей подписке. А сейчас мы разберем, что происходит с криптой и почему все ужесточается. Недавно появилась новость, которая буквально взорвала просторы интернета, о том, что биржа Bybit закрывает доступ для россиян, белорусов, невзирая на наличие ВНЖ Евросоюза. Сейчас тренд такой. Россия постепенно отсоединяется от западной финансовой инфраструктуры. А крипта – это как раз часть этой инфраструктуры. И если раньше можно было иметь российский паспорт, например, европейское ВНЖ, и спокойно работать с большим количеством бирж, то сейчас с учетом ужесточений, с учетом новых пакетов санкций, в первую очередь 19-го пакета, мы подробно разбирали его в одном из своих видео, ситуация поменялась. Сделаем небольшой экскурс. 19-й пакет четко заставил различать финучреждения тех, кто имеет ВНЖ и проживает в Евросоюзе, имеет европейский доход, от тех, кто имеет ВНЖ, но при этом постоянно проживает в России и имеет российское происхождение доходов. Поэтому часть компаний просто принимает решение не работать с россиянами. Не потому, что они не любят русских, а потому, что слишком много нюансов, много информации, много дополнительных сборов данных. При этом надо отметить, что многие криптобиржи как работали с россиянами, так и продолжают их брать, так и продолжают взаимодействовать. Но тренд и вектор санкционного давления он один. И этот вектор важно понимать. Поскольку сейчас уже обсуждается 20-й пакет, и, очевидно, послаблений ждать не стоит, логика развития в том, что контроля и ограничений станет только больше. Перед тем, как мы поговорим про крипту, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я даю краткие справки, разбор ситуации сильно быстрее, чем они выходят на YouTube. Как считаешь, дойдет ли до 20-го пакета санкций с учетом того, что сейчас есть неиллюзорный шанс на примирение? Я считаю, что, безусловно, дойдет. То есть даже если переговоры сейчас продвинуться и наметится какая-то тенденция к примирению, в любом случае это будет не быстро. Мы четко видели, что США, которая инициатор, в общем-то, мирных переговоров и которая запустила этот вектор, она совсем недавно ввела санкции в отношении Роснефти и Лукойла. То есть переговорный процесс, который действительно идет, абсолютно никак не помешал ввести санкции. То же самое про Евросоюз, тем более, что Евросоюз говорит, мы не согласны с этой позицией, делать ничего не будем. Я не предсказатель, я не член Еврокомиссии, но скорее всего будет. Что изменится именно для крипты? У нас есть в рамках законодательства регулирования финансовых инструментов МИФИД. Это то, как предлагаются финансовые услуги по всему Евросоюзу. Совсем недавно была введена МИКА. Все то же самое, но применительно к крипте. Что такое МИФИД и МИКА простым языком? Это унификация правил по всему Евросоюзу. То есть во всем Евросоюзе все происходит исключительно одинаково. Что это будет, грубо говоря, в Германии, что это будет на Кипре, что это будет в Болгарии. Можно локально ужесточать правила, но минимальный набор для всех одинаков. Теперь у нас есть такая штука для финансовых компаний, финансовых услуг. Это то, что котируется на организованных рынках. А теперь все то же самое ввели для крипты. Раньше крипта была абсолютно легка к переводу на биржу. С биржи можно было сразу получить реальные деньги. И это все без каких-либо сложных процедур. Сейчас вводятся дополнительные требования. Первое, то, что мы уже упоминали, это санкции. Второе, это источники происхождения этой крипты. Третье, дополнительный комплайнс. Что вы с ней делаете, как торгуете, куда перечисляете. Дополнительные формы отчетности по различным юрисдикциям. То есть вот это, то, что я перечислил, это, в общем-то, минимум, но уже вот самому страшно. Для профессиональных инвесторов это, безусловно, плюс. Это защита, это прозрачность, это понижение рисков. Для хомяков это означает ровно одно. Придется теперь разбираться во всех этих бумагах и проходить все эти проверки. Если раньше можно было просто зарегаться на бирже, то сейчас это будет близко к открытию счета в финансовой компании. Допустим, ты купил крипту на бирже, которая не регулируется. Если с этой биржей сейчас на данный момент все в порядке, возможно, какие-то из бирж ее примут. И ты сможешь в дальнейшем ей торговать и по-всякому распоряжаться. Но важный аспект в том, что вдруг та биржа, на которой ты эту крипту покупал, она попала в санкции. Такой прецедент был. Одна из крупнейших российских бирж, Гарантекс, попала в санкции. И теперь вся крипта, которая когда-то через нее проходила, даже если на тот момент времени было все окей, сейчас ее никто не примет, все заблокирует и будут долгие процедуры с разбирательством. И вообще сложно представить, что случится. Крипта хуже становится? Крипта не становится хуже. С криптой все окей. Просто в крипту есть встроенный механизм того, что ее можно контролировать и видеть каждую транзакцию, которая формировала. Вот у вас есть на кошельке деньги, можно отследить все с точностью до каждой транзакции, которая к вам приходила. И она видна публично. Эту систему никак нельзя взломать, поменять или что-то с ней сделать. Можно прийти на ваш кошелек, залогинившись обычным способом, и получить эту крипту, но удалить историю операций
которая зашита через блокчейн во многих компьютерах, на данном этапе никак невозможно это исправить. Это, в принципе, одна из самых передовых технологий. Другой вопрос, что она используется для создания актива, который затем заводится на биржу и торгуется там. Практических применений у блокчейна достаточно много, кроме того, чтобы делать эти монеты. А я правильно понимаю, что мошенничество станет меньше? Смотрите, с одной стороны, крипта предполагает повышение контроля. Мы там поговорим отдельно про это с точки зрения цифрового рубля, цифрового доллара и вообще диджитализации всех валют под эгидой центральных банков. Гипотетически это повышение контроля, повышение прозрачности, с одной стороны. А с другой стороны, когда ты получаешь доступ к крипте, ты получаешь его, как правило, через, в общем-то, обычный логин и пароль с 2-3-факторной идентификацией. То есть ты не получаешь доступ к крипте через блокчейн. То есть да, у тебя есть деньги, которые можно отследить, с одной стороны. С другой стороны, у тебя до сих пор очень много анонимных кошельков. Постоянно проходят сообщения в прессе, которые подтверждаются реальными событиями, о том, что крипту воруют. Как ее воруют? Ее не переводят с одной биржи на другую. Ее вводят на анонимные кошельки. Есть масса разных технологий анонимизации, и до сих пор достаточно много реально анонимных кошельков, которые, в общем-то, никто с первого взгляда не может сказать, кому они принадлежат. Что делать обычному пользователю? Первое, если вы хотите торговать на биржах, которые имеют европейскую аккредитацию, скорее всего, придется переезжать в Евросоюз, формировать налогооблагаемый доход там, получать все необходимые документы и на основании этих документов создавать профайл на бирже, для того, чтобы не было вопросов с точки зрения происхождения дохода. Как правило, это завязано на трейдеров. У них есть специальные условия, у них есть оговоренные обязательства по отношению к этой бирже, которые они вынуждены соблюдать. Поэтому у них не остается выбора. Им нужно делать так, чтобы и местонахождение, и источник происхождения средств, и реальное резидентство, оно было в Европе. Трейдерам сейчас, безусловно, надо будет играть по правилам биржи. Альтернативная ситуация. Очень много тех, кто получил ВНЖ, но реально проживает в России. Они просто принимают эти риски. То есть риск того, что деньги в какой-то момент могут быть заблокированы. Как правило, биржа не блокирует деньги так, чтобы это было безвозвратно. Они просят разъяснений, либо закрывают счет. Но опять-таки, с закрытием счета уйдут все те преференции, все те специальные условия, которые трейдерам крайне важны. Даже если ты торгуешь один раз в день или меньше, ты все равно для биржи трейдер. У тебя там есть счет, и ты должен соответствовать всем тем требованиям, которые биржа предъявляет. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех нововведений, значимых новостей, ограничений, подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. С вами был Кирилл Кучинский. Увидимся в следующих выпусках.